Глава 21. Луна. Психика. Луна – светило, любимое поэтами и влюбленными. Дядюшка детей и главный интерес современных ученых не менее важна и в астрологии. Считается, что Луна – это королева планетарного царства. В первобытные времена прорицания полностью основывались на положении Луны. Существует полный набор книг, известный под греческим названием «Селендромия», а на латыни он известен как «Лунария». Кроме того, существует множество арабских, индийских и китайских трактатов, в которых даются правила предсказания на основе положения Луны во время рождения или зачатия ребенка. Методы предсказания, однако, значительно отличались от современных. Они основывались не на зодиакальных знаках, а на 28 накшатр Луны. Несомненно, существовало несколько подходов к астрологии, которые придавали Луне большое значение. Луна – самая маленькая планета, если ее вообще можно назвать таковой. Меньше Земли и находится от нас на расстоянии всего 250 тысяч миль. Ее влияние на Землю и ее обитателей безмерно. Такие цветы, как лилия королева ночи, распускаются в ее свете. Установлено, что сексуальное влечение у людей и животных тесно связано с различными фазами Луны. На самом деле значение Луны настолько велико, что ее называют чакшуси – зрение. Солнце и Луна считаются двумя глазами Вселенной. Тот факт, что расе Кундали придается такое большое значение в индуистской предсказательной астрологии и в Гачар-Падхати, методе предсказания, основанном на транзите различных планет, говорит об уникальном положении Луны. За исключением халдеев, которые поклонялись Луне как богу мужского пола, Луна в народе считается по существу женской, карака матери и всего, что предполагает материнская привязанность, например, нежности, привязанности к себе, эмоциональной природе, ощущениям, одежде, жемчугу, сельскому хозяйству и воде. Луна олицетворяет психику человека. Луна управляет психологической конституцией человека, включающей как сознательные, так и бессознательные глубины. И в этой области влияние матери и раннего детства хорошо известно. Современные психологи также приближаются к выводу, что можно было бы связать положение Луны, раннее детство человека и его психологическое благополучие с их глубоким влиянием на протяжении всей жизни соответствующего индивида. Сильная Луна приносит пользу, а слабая – вред. Ночью она могущественна. В зодиаке она принадлежит раку, водному знаку. Она достигает своего возвышения в Тельце, доме Венеры, планете комфорта, роскоши и удовольствий. Она ослаблена в Скорпионе, управляемом Марсом, который, как предполагается, обладает огненным характером. Она дружелюбна к Юпитеру и безразлична к Сатурну. Раху и Кету – ее естественные враги. Она является самым быстро движущимся небесным телом, пребывающим в одном доме всего около 2,5 дней. В йогической литературе этому движению придается особое значение. Стремящийся может приспособить свою медитативную практику к положению Луны, чтобы добиться быстрых результатов. Луна аспектирует 7-й дом, и Вимшата-Ридаши, основной период Луны, длится десятилетия. Древние провидцы советовали астрологам обратить внимание на положение Луны, прежде чем приступать к дальнейшему изучению гороскопа. До тех пор, пока благотворное влияние Луны не окажется достаточно сильным, чтобы даровать долгую жизнь туземцу и таким образом обеспечить противовес Баларишки, независимо от того, сколько раджайок в гороскопе, астрологу рекомендуется отложить рассмотрение этого вопроса. Очевидно, что в порядке вещей желательно сначала изучить расположение Луны на карте. В первом доме растущая Луна делает человека сильным, одухотворенным и красивоглазым. Убывающая Луна делает человека инертным, упрямым, флегматичным, с дефектами речи, зрения и слуха. Во втором доме создает большие семьи, и человек наслаждается радостной жизнью. Человек, у которого Луна находится в третьем доме, силен, предан жене или мужу, в зависимости от обстоятельств помогает братьям и сестрам, но жесток. В четвертых и пятых домах Луна увеличивает пхаву этих домов. Предполагается, что в этих домах все будет очень счастливо. В шестом, восьмом и 12 домах Луна оказывает неблагоприятное воздействие. В шестом она порождает множество врагов. В восьмом проблемы со здоровьем, а в 12 дефекты органов тела. Луна в 7 доме очень благоприятна. Она делает мужчину нежным, мужественным, обладателем очаровательной жены, но очень страстным. Человек приобретает популярность, богатство, друзей и связи, если Луна находится в 9 доме. В 10 Луна приносит успех во всех начинаниях, делает человека благотворительным, умным и смелым. Человек проявляет инициативу в различных видах деятельности. В 11 доме Луна приносит огромное состояние, прибыль и все остальное, что олицетворяет этот дом. Эти эффекты могут изменяться в зависимости от расположения Луны в разных знаках зодиака. Влияние Луны в разных знаках зодиака может быть следующим. Овен. Смелый, страстный, уравновешенный, нравится женщинам. Телец. Терпим, популярен, крепок в дружбе, любим дамами, счастлив в середине и в конце жизни. Близнецы. Психолог, ученый, посол, любит женщин, сладкоречив. Рак. Астролог. Надежный и преданный друг. Владеет домами, садами. Дарует спокойное сердце и материнскую привязанность. Лев. Энергичный, малодетный, женоненавистник, гордый, злой, с больным желудком, зубами и душевными терзаниями. Дева.
Сладкоречива, умна, сведущая в искусствах и шастрах, рожает дочерей и живет за границей. Весы. Странник, богатый, довольный, готовый помочь, но отвергнутый родственниками, поклоняющийся богам, брахманам и святым. Скорпион. Уважаем королевской семьей, болезненный и скрывающий грехи. Стрелец. Поэтичен, либерален, умен, унаследовал собственность от отца, ненавидит родственников и добивается расположения честным путем. Козерог. Любит доставлять удовольствие жене и детям, склонен к благотворительности, ленив, но образован, популярен, скиталец, склонен к кровосмесительству, бесстыден, жесток и скуп. Водолей. Мускулистый, любящий прелюбодеяние, несчастный, лицемерный, развратный. Рыбы. Образованный, любит жену и одежду. Влияние Луны еще более усиливается из-за ее связи с различными планетами. Например, в сочетании с Солнцем Луна делает человека искусным в механическом мастерстве, с Венерой – человеком, заинтересованным в торговле текстилем, с Меркурием – сладкоречивым и удачливым, с Марсом, когда он силен, делает человека богатым, но если Луна слаба, то человек не любит свою мать и живет на деньги, заработанные женщинами. С Юпитером делает богатым человека, который любит и защищает своих родственников и побеждает своих врагов. Соединение с Сатурном Луна превращает человека в распутника и предвещает смерть или болезнь матери. Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что положение Луны, а также ее соединение с различными планетами оказывают большое влияние на жизнь туземца. Но если соединение происходит более чем с одной планетой, или если аспекты разных планет на Луне значительны, то влияние Луны должно быть соответствующим образом изменено. Но здесь приведены некоторые из представляющих интересы йог, чтобы показать, как выдающиеся йоги возникают в результате положения Луны по отношению к различным планетам. Варахай Михира посвятил целую главу своей Брихаджатаки описанию различных йог Луны. Влияние Гаджа-Кесари-йоги, возникающее в результате соединения или оппозиции Юпитера с Луной, является грозным для оппонентов, делает человека способным оратором на больших собраниях. Он занимает высокий пост, славится острым интеллектом и очень способным. Когда благодетели последовательно занимают 6-ю, 7-ю и 8-ю позицию от Луны, они вызывают адхи-йоги, результатом которой является то, что человек становится полководцем, министром или королем. Люди, рожденные в этом соединении, хорошо воспитаны, не имеют врагов, живут долго, в огромной роскоши и свободны ото всех болезней. Точно так же существуют и другие виды йог, такие как Сунабха, Анабха, Дурудхара и Кемадарума, которые весьма важны и которые следует искать в гороскопе. Аналогичным образом для морального воспитания, получения богатства, знаний и остроты интеллекта следует учитывать положение Луны по отношению к Солнцу. Луна играет важную роль в составлении гороскопов для вступления в брак. Действительно, о влиянии Луны в гороскопе можно написать целую книгу. Подобно основным музыкальным нотам, которые в конечном итоге создают великолепные музыкальные вариации и различные симфонии, это основные характеристики Луны следует рассматривать как основополагающие. Древние индийские риши придавали Луне огромное значение. Они считали, что Луна оказала огромное влияние на эволюцию человечества. Вот почему они справедливо отметили, что Луна является источником всех астрологических проблем. Поэтому при составлении гороскопа следует тщательно изучить положение Луны и провести интенсивное изучение предмета. По сути, Луна отражает психическую сущность индивидуума.